Невероятно великолепное заявление со стороны главы Верховного суда Российской Федерации. Российские суды самые справедливые в мире. У меня такой, вообще так в России часто произносят, но это часто с отсылкой к фильму «Берегись автомобиля». И эта фраза, она должна читаться с обратным значением. То есть это юмористическое выражение. Да здравствуют наши суды, самые справедливые в мире. Но дело в том, что в это мало кто верит. А если уж брать конкретные примеры и не играть в кино и какое-то художественно-культурное наследие, то мы прекрасно знаем из последнего дела Долиной, где несколько судов принимали совершенно абсурдное решение, что Долина не должна отдавать квартиру, при том, что взяла Долина, Лариса Долина, всеми известный человек в России. Она взяла деньги у Лурье, который покупал у нее квартиру, деньги взяла, сказала, я их куда-то потеряла, какие-то мошенники что-то придумала, кстати, мошенники не были обнаружены, она просто так сказала. И суды начали отыгрывать сделку, у нее и деньги, и квартира. Причем деньги она куда-то на крипту передавала, даже курьеры были, курьеров посадили. И суды это принимали как нормальную картинку, которая не клеится даже с точки зрения логики. Потом, когда прошли все этапы судов, Верховный суд, который возглавляет Краснов, его благодарили за то, что он сказал, что это все ерунда, давайте пересматривайте, как-то неправильно. Я к чему? В процентном соотношении, при том, что Верховный суд, он скорее ставит последнюю точку, его даже в это соотношение-то вставлять неправильно. Должны быть вот уровни судов и все. То есть апелляция и дальше. Верховный, это же даже не по апелляции идет, это на пересмотр, когда уже все вступило в силу. И значит, Краснов, когда он возвращал дело Долиной, то есть пересматривайте, все несправедливо получилось, по сути подтверждал факт того, что суды, несколько инстанций не работают, работают неправильно. И после этого давайте ознакомимся с новостью. Российские суды самые справедливые в мире. Мне кажется, он иронизирует, что ли. К такому заключению пришел председатель Верховного суда Игорь Краснов. Мне кажется, он должен был прийти к решению, будучи председателем Верховного суда, что российская судебная система не работает в принципе от слова совсем. И он вынужден это чинить. То есть такие факты были. Мог бы похвалить себя, мог бы похвалить Верховный суд, который встал на сторону несчастных ограбленных людей. По схеме Долиной обманули не только Лурье, покупательницу квартиры Долиной, обманули очень большое количество людей, потому что суды все по схеме Долиной принимали решения не в интересах человека, который совершенно законно оплачивал ту или иную сделку. То есть это даже не только несколько уровней судов в деле Долиной, это было настолько масштабно, что был мощнейший резонанс. И поэтому решение Краснова прозвучало, и его даже хвалили. Но хвалили не за то, что хорошие суды. Еще раз, Верховный суд – это не показатель судов в России. Это его решение, аннулирующее какие-то, в конце концов, финальные точки. Это скорее говорит о том, что судебная система не работает. И поэтому, когда он вот это говорит, я его, честно говоря, понять не могу. Российская юрисдикция сегодня лучшее место для того, чтобы добиться справедливого правосудия. Мне кажется, он издевается, или что? Или я просто, он же сам, раз он аннулировал какое-то решение, значит, или он аннулировал правильное решение. То есть он справедливое решение аннулировал в деле Долиной. Я его понять могу. Даже если он всего остального не видит, так это же все-таки процент, наверное, который говорит о плохой картине. И Долина вообще почему не под следствием? Точно все хорошо работает. Написал он в своей колонке в РБК. Я не знаю, может это шутка, может это не писал, может это фейк какой-то. Краснов назвал свое утверждение объективной реальностью. На чем оно основано? Чертами которой выступают соблюдение закона и справедливости при принятии решений. Верховный суд – это такая последняя палочка-выручалка. Сюда люди жалуются уже без надежды, когда никакой суды не помогли. Верховный суд, еще раз, он такой скорее надзирающий орган. И раз там приходится принимать решения в интересах жалобщиков, значит, другие, значит, они ж не то ж он ж говорит. Или я что-то не понял. РБК, значит, с РБК прислано. Не знаю, пишите, как вы думаете, и серьезно, кто-то имеет отношение, судьи, напишите, как вы там. Если уже и с золотыми ложками из платиновых тарелок доели, позавтракали, напишите. То есть действительно так и есть. Увидимся.